Приветствую всех на своем канале. Сегодня перед вами и передо мной бегонии. Часть из них мои уже старожилы, часть относительно новые. Сейчас я вам все об этом расскажу поподробнее. Первым в глаза бросается вот этот куст. Я ее какое-то время называла Клеопатрой, именно по форме ее кленовых листочков. Потом мне написали, что, может быть, я ошибаюсь, показали свою Клеопатру. Она, конечно, отличалась от моей. И я поподробнее изучала этот вопрос. Наверное, все-таки моя называется по-другому. Я вставлю ее название в описании. Может быть, действительно она называется так. Но, тем не менее, нам ничто не запретит ей любоваться. Посмотрите, какая огромная красотка. Ей очень нравится у меня дома. Она живет у меня уже не первый год. Цветет. Все, что я о ней рассказывала, есть у меня на канале в плейлисте «Мои цветы». Там и орхидеи, там и другие цветы перечислены. Вот, это вот такая красотка. Она уже у меня обжилась, и ей очень нравится у меня. Летом стала я ее выгуливать на улице, и мне кажется, это вообще хорошо сказывается на ее самочувствии. Чуть попозже покажу вам каждую из своих бегоний поближе. Тростниковая у меня только одна. Или бегония Кейн, как их еще называют. Она сейчас выглядит неважно, потому что в связи с моим ремонтом она лишилась своего привычного места на подоконнике, и даже нет цветочных завязей у нее сейчас. Но мне очень нравятся ее листики с серебристыми точками. Тоже покажу поближе. Я ее периодически обрезаю, формирую, как мне нравится. Еще один старожил и еще один старожил. Это бегонии тигровые. У них очень интересная расцветка. В чем-то, наверное, действительно напоминают полоски на шкурке у тигра. Вот тигра, не забываем. Так что эти тигровые бегонии должны в этом году себя чувствовать вообще замечательно. Как видите, это цветет. Это пока не зацвела. Видите разницу между ними? Эту я обрезала, формировала небольшой горшочек, и она сейчас после обрезки опять обросла. И вы должны решать для себя, что же вы хотите. Если вы хотите большой иметь горшок, то обрезать, конечно, ничего не надо, а просто пересадить в больший размер. Но мне захотелось маленький горшок, потому что места не так много, как и у нас у многих. Поэтому она была обрезана. И вот теперь опять нагуляла листву. Эту я не обрезала уже давно. Ну, наверное, пора будет это сделать. Вот по весне, после того, как она отцветет, я, наверное, ее обрежу. А вот эти бегонии, это те бегонии, которые я заказывала в интернет-магазине. Ссылочку на это видео я оставлю. И вот здесь, в отличие от тех, которые растут у меня уже давно, и к которым я привыкла, и они, естественно, ко мне привыкли, вот эти ведут себя по-разному. То есть кто-то принял мою атмосферу дома, кто-то принял мою влажность, мое освещение и все такое прочее, и мою любовь, и прекрасно себя чувствует. А кто-то, вот сейчас я вам покажу, наоборот, два жалких листика, какие вот такие какие-то, и все. Видимо, эти бегонии, хотя, вот знаете, получены были в одно время, пересажены были в одну и ту же смесь, стоят вместе на одном подоконнике.
поливаются тоже в одно и то же время. Ну, видимо, или я с поливом что-то не так делаю, может быть, чаще надо поливать. Или им не подходит эта емкость, может быть, побольше надо пересадить. Если кто-то из вас что-то мне посоветует и по ходу дела, именно вот по уходу, я буду очень рада. Ну, а пока смотрите. Вот эта Morning Dew, она была больше всех, пришла. Мне ее прислали в подарок. Вот эти были заказаны, а эта пришла в подарок. И очень даже себя хорошо чувствует. Все покажу потом поближе, поподробнее. Вот этот неплохо себя чувствует. Color Vision. Огромные листы. Немножко не по сорту, у него пропали точечки белые. Мне говорили, что это может быть из-за освещения. Я не послушалась и не переставила его на более освещенное место. Может быть, я сделаю это сейчас и посмотрим, появится ли характерная для сорта точечки здесь вот по его конве, ее конве, бегонии. Вот это тоже, смотрите, размер листа оцените. Целый лопух. Это эскарго или улитка. Тут даже на некоторых есть двойные завитки. Вот так вот раскручивается, как панцирь у улитки. Подходит название очень. А вот это бегония Мессена или Мессениана. Честно говоря, я заказ в этом интернет-магазине сделала именно из-за нее. Я шла мимо одного дома, увидела в окне на первом этаже в частном доме вот такую шикарную бегонию. Она так запала мне в душу, что я стала ее искать, я ее нашла, я ее заказала, я ее купила. Бегония Мессена или Мессениана. Очень красивый лист, гофрированный и своеобразный, видите, такой узорчик, напоминающий мальтийский крест. Тоже покажу поближе. Я так думаю, что ей у меня неплохо. Я даже пытаюсь взять от нее деточку и размножить этот куст. Я пробовала и другие размножить, но к моему стыду не уделила должного внимания этим листикам, и часть из них погибла. А вот это продолжает жить, продолжает наращивать массу, но, надо сказать, довольно медленно. Может быть, тоже дело моей некой неопытности. Ну, а теперь вот две бегонии, которые растут у меня значительно хуже, чем вот это все мое богатство, которое я вам уже показывала. Это вот DS Ураган, не очень хорошо развивается, но все-таки терпимо. А вот это вот Satin Shell, перламутровая раковина или атласная раковина, как бы вот так назвать. Красивый лист, шикарный. Но вот видите, у меня их всего два. Вот один лист и два листа. Все, больше нету. И вот такое вот зрелище. И вот этому цветку уже не один год. А ведь все пришли одинаково, повторяю, и все условия были абсолютно одинаковые. Поэтому я делаю вывод, что какие-то, ну, наверное, как и у всех у нас, какие-то цветы принимают нашу атмосферу и нас самих, а какие-то не очень. Я не знаю, может быть, этот Satin Shell все-таки совсем погибнет. Ну, что же сделать? Надо будет отнестись к этому соответствующе.
и порадоваться на тех, которые со мной все-таки продолжают жить. И вот с этими, и вот с этими, и вот с этими, и вот с этими. А сейчас я вам покажу их немножко поближе. Хотелось только немножко сказать, девочки, я постриглась. Вы заметили? Вот это вот пришлось срезать. Жалко, но решила поменять свой лук, как сейчас принято говорить, образ. И, ну, и в силу других каких-то некоторых обстоятельств, о которых я не буду говорить, я это срезала. На память оставлю себе. А сейчас я вот эти вам все листики покажу быстренько и чуть поближе. Вот это то ли Клеопатра, то ли борщевиковая негрофолия. Молодой лист. Присутствуют волоски на поверхности. Шикарное сочетание темно-зеленого и светло-зеленого. Это вам нижняя часть, небритые стволы. И вот здесь вот легкий венчик, опушка. Это Color Vision. Снизу красный. И это крапушки коралловой. И это выпавшая роса утренняя. Двойной лист и сверху серебристый краб. Это вид снизу. Ураган. Не очень камера передает, но это лист постарше. На более молодом присутствует легкая розовинка. Вид снизу. Эскарго-улитка. Завиток. Переходящие тона темно-зеленого, светло-зеленого, серебристого. Легкая опушка. И снизу тоже разноцветие. И красное, и зеленое. Жилочки опушены. Черешки опушены. Детка мессонианы. И она же уже взрослая. Гофрированный лист с волосками. Но тут еще и кошачья шерсть присутствует. Вид снизу. И рисунок. Смотрите. Задохлик Satin Shell. Лист красивый. Интересная окраска. Завиток есть. Жилка центральная. Вид снизу. И тигры. Тигры тоже очень радуют. В зависимости от возраста окраска листов совершенно разная. Вот это более молодой листик. Низ. А вот это листик постарше. Уже здесь больше зеленого цвета. А это низ. И цветочки. Они большой ценности не представляют, но по-своему милые. И я разрешаю ей порадовать меня. Пусть цветет. Еще один тигр. Уже с другим рисунком. Опушенный стебель. И низ. Всем рада, всех люблю. Я имею в виду свои бегонии. Ну и вас тоже рада видеть на своем канале. Желаю вам всего доброго, всего самого хорошего. И прощаюсь с вами до следующей встречи. С вами была Марина.